О, доброе утро. Я знаю. Правда, уже утро у нас далеко не раннее. Чатками повымазал ящик. Иркутская губерния. Первый день после Пасхи. Понедельник. День тяжелый. Хотя вся стоянка разъехалась. Тут Делка остался, но он позже приехал. Еще меня. Мусорой кинем. О, лошадок возит. Лошадки заехали. А, ты разулся, братан? Ну да, на шиномонтаж поехал. Вон, видите, среднее колесико у него разулось. Монгол. Точно. Монголы лошадей возят. А ну да, в принципе, ё-моё, что у них национальное достояние. Мама с сыночком. Шерстистые носороги и волосатый носорог. Грустные такие. Ну, видите, один ИТЭКа только остался. Скани это тоже позже приехал. Ну и я. Закрыт шиномонтаж. Мальта. Мальта. Вернее, не Мальта. Мальта. Мне почему-то Мальта хочется назвать. Но Мальта — это страна такая. Мальта — это местный населенный пункт. О, только носы только торчат. Красавцы. Чего монгол? А, у него и запасок-то нет. Ну, одни диски вон лежат. А, вон еще там куча ситраков. Вдвоем. Ё-моё, еще чек за стоянку не положил вчера. Да, пришлось за наличку платить. Вот эта территория до вот этой милой парочки. Не, вон одно колесо у него есть какое-то на запаске. Видите, как выглядывают? Красавцы. Здесь по дорожной сети. А там уже вот как бы к территории заправки относится. Пошли посмотрим, что там за столбик. Ну, я еще к нему не ходил, к этому столбику. Что там написано? Почитаем. Вроде в прошлый раз хотел подойти или подошел, не помню. Не, наверное, хотел. Тут снег был, грязь. Что за люди? Это до мусорки нельзя донести. Сибирский тракт — самая длинная сухопутная дорога в мире. Блин, тут так написано. Старинный торговый маршрут из европейской части России через Сибирский восток на восток России к границам Китая. В Иркутске тракт разветвлялся на Нерчинск, на Кяхту, на Камчатку, через Якутию. На западе конечной точкой считалась Москва. В связи с чем под Сибирским трактом обычно подразумевался путь на восток, а под Московским та же дорога на запад. Протяженность пути от Москвы до Иркутска 5200 верст, от Иркутска до Нерчинска 961 верста, до Кяхты 660 верст, до Петропавловской крепости 7668 верст. И что, они поехали? Они мне нравятся. Лихие пацаны.
Видите, он как? Уже сейчас все эти ошметки, сейчас вот он поедет, у него все ошметки разлетятся. Но здесь пару километров еще одна стоянка есть. Вот. Тоже, кстати, по дорожной сети. И вчера была забитая. Нормально. Не хотят гайки, пацаны, крутить сами. Я их понимаю. В каком-то смысле. А их там двое. Короче, поехали. Все, уже время. Сколько время уже? До хрена время. 10:30. 11 часов, наверное, пауза получилась. Короче, вот здесь за денежку. Но чек дают, все дают. Пойдем и мы тоже кормильца обойдем. Че, мазенький, грязненький. Было фонари помыть, там одна лампочка перегорела. Поменять. Но что-то мне так неохота. Честное слово, неохота и все. Ну, все, колеса целые, слава богу. Все на месте, кроме вот этого бокового брызговичка. Поехали. Ну, с Богом. Уехали. Да, что-то тут совсем, походу, и кафе не работает. Что-то ту стоянку только оставили. Ничего тут больше жилого в этом комплексе почему-то не осталось. Монголы отчаянные парни, да? Не отчаянные, может, ленивые. Неохота колеса крутить. Ё-моё, там такая череда машин с правой стороны идет. Я сейчас тут буду полчаса стоять, чтобы выехать. Обалдеть. Там, короче, сплошной поток. Что оттуда, что оттуда. До обеда будем здесь стоять. Все работать начали. Понедельник, 11, 12 час уже. Не, бро, без 10-11. Да, ладно, подождем. В зиме у нас почти зима. Так-то вот с конниками-то можно и плиты возить. Конники не дадут им ни влево, ни вправо убежать. Задняя стопочка привязана. Хорошая штука конники. Но это этот дровосек. Ну, переквалифицировался в управдома. Дрова, назад плиты, чтобы порожняком не бегать. Нормальный вариант. Это у нас что там дымит впереди? Этот. Ага, сейчас залазить будешь? Залазь. Летчики. Саянский химпласт, или как он там правильно называется?
совсем нет. Пока. Да какое тепло, тут еще снег обещают. Опять. Уже скоро майские. Куда весна? Где она заблудилась? В каких чигирях? Правильно. Не такая уж она и сплошная. Хотя б я уже завязывал в Иркутской области с такими шалостями. Правда, сегодня патрулей пока еще не было. Пожарки только были. Пожарная опасность это сохраняется. Сегодня уже две пожарки встретил в лесах. Лес вдоль дороги, смотрю, как раз стоят. Тоже дежурят. В Забайкалье дежурили, здесь дежурят. Пока машинок ДПС не попадалось. Но как-то в последнее время стал замечать, что их тут... Раньше их не было вообще. Сейчас что-то выгоняют их на рейды.
хочется спросить, а где же подвох? Так как не еду, обычно здесь с этой стороны 2-3 километра колейка на переезде. А здесь просто нет никто. Ну, конечно, хорошо. Но просто немножко удивительно. Совсем не постоять не получится. Ну да ладно. 3 маленьких, мы 4-е. Почти сквозняком. Ждем Елену Александровну. Блин, на мои колеса на прицепе уже смотреть страшно. И больно. Не то, что ехать на них. Ну это ладно. А, не, какое? Это что же мое? Ё-моё. Протектор, ты где? Куда ни глянь. Еще ладно. Триптонный вез. О, красота. Ну это еще более-менее. А, это запаска. Ну вот эти еще 2 более-менее. По идее их еще можно вот это и вот это еще на среднюю ось поставить. Еще немножко походит. А эти надо все менять, потому что это уже вопрос только времени, когда они начнут стрелять. Это просто вопрос времени. Те 2 еще нормально, вот их на среднюю ось можно кинуть, еще немножко побегать. Это не мне решать, конечно. Ведущая еще может быть лето отходит, может быть, не факт. Ты что, от моего катафота что осталось? Здрасте. Все, равняйся смирно. Равняйся смирно. Как зачем? Сестра моя. Привет. Привет. Все, дальше. Что сказать? 5:30 вечера. Покидаем город контрастов. Как говорили, в следующий раз съездим опять, где когда-то дом был, погода позволит. Снимем масштабы с высоты птичьего полета. 2,5 часа, как и в прошлый раз, пробыл. В гостях хорошо, но работать-то надо. Когда ты уже с ночевкой приедешь, по всем родственникам проедем. Как-нибудь надо было бы. И так, чтобы не слишком поздно, и на следующий день не надо было слишком рано ехать. Дай бог, уж когда-нибудь звезды-то сойдутся. По идее, я-то знаю, что, как бы, наверное, вопросов бы и не задали бы, если бы даже сегодня остался и поехал бы завтра утром. Ну, как-то, ну, неправильно. Приехать в 3 часа дня и уехать только на следующий день утром. Я думаю, что это не совсем правильно было бы.
Приехать часов 6, это уже другой разговор. И уехать утром. Ладно, ну сегодня тут как бы еще другой вариант. Тут навстречу нам едет именинник. Дядю Диму Ковровского вы знаете. Он же директор, он же синоптик. Характер нормальный. Женат. Двое детей. Именинник сегодня. Сказал, ничего не знаю, я тебя сегодня вижу в Нижнем Ингаше. Днюху будем отмечать. По идее, все реально. Если сейчас полшестого, то по Красноярскому еще только полпятого. До Ингаша мне 4,5 часа. И что они от этого скелета хотят? От пустого. Ну что-то ж хотят. Машину поволокли. Вот. Полпятого, 4,5 часа. Я, получается, если все нормально, часам к 9 в Ингаше должен быть. Может, и вот к этому времени туда подъедет дядя Дима, наш именинник. Посмотрим. В принципе, это все реально. Это где-то мне километров 320-330 надо проехать еще сегодня. Может, даже меньше. До Канска что-то 400. Ну, а Ингаш это километров 60, там что-то, может, не доезжая Канска. Ну, что-то там, примерно 300 с чем-то верст надо. Какой ты резкий. Хоть не подрезал, и то хорошо. Как-то вот по такой погоде уже можно что-то, в принципе, и планировать так, более-менее. Не строить планы, а просто планировать. Потому что сейчас настроишь планов и типа мне на язык. Наляскаю. Это мы умеем. В общем, поехали, а там как карта ляжет. Все, спасибо, Елена Александровна. Не болейте, дай Бог вам там всем здоровья, детям и вам с Олегом, с супругом, сил, терпения. Я еще тоже не скрылась, солнце мое. Вообще не речка, ручей какой-то. А что творила? Ну, 4 года назад было. Сегодня как раз с Ленкой вспоминали. Говорит, ё-моё, кажется, 4 года назад утонули. Вроде, говорит, как вчера было. Как время летит. Жесть просто. На 4 года назад здесь в это время еще дома стояли. Вот здесь. Ну и не только здесь. И люди жили и не знали, что ждет их теплым июльским, или когда там в июне оно было. Короче, теплым летним вечером. Тут раз и... Да-да, вторая смена. Все.
порулили, в общем. 5435 нам еще ехать. Но это до Минска. А до выгрузок еще больше. Пока Минск забил. Отсюда 5435. Это через... Мы пойдем... Как сюда ехал? Через Бердюжье туда, на Макушино, на Челябинск, потом до Уфы, и с Уфы уже туда на Челны, на Семерку. Обратно такой же маршрут, как и сюда. Через 800 метров держаться левее по главной дороге. Понял, Маша. Как скажешь, подруга дней моих суровых. Знойная женщина. Мечта поэта. Что-то после аварии, походу, тащит. Буксируют. Целлофан там со всех сторон. Азик, наверное. Двуногий. Сюда, наверное, в Нижнеудинск. Как раз к нему, почти к нему спускаемся. Сейчас здесь спуск, потом еще один подъем такой хороший, на котором мы очень хорошо присядем. Вон он там, впереди. Такой крутой-крутой. Небольшенький. Очень серьезный. Можно даже не обгонять пацанов. И все равно на этом подъеме будет легче, чем нам. Единственное, что может разогнаться перед ним бы не мешало бы. Хотя бы чуть-чуть ходом выскочить. Все, сейчас наверху посмотрим, насколько присядем. Я думаю, до тридцатника, если не меньше. Смотри, как скорость падает. До 27. Снежок тут просто нереально подняться, если не посыпано, конечно. Нижнеудинск. Ну, сейчас все уже. Спуск к нему и все. — 1648. Серьезно, уже возраст такой.
разогнался. Пост Айшетский впереди. Как тут обстановочка? Когда здесь все спокойно, все пределы. Скоро покинем Иркутскую губернию. Время без 20:10. А это по Иркутскому. По Красноярскому без 29. Я там тогда погорячился, что с Тулуна до этого. Как его? До Ингаша за 4,5. Нет, побольше. С Тулуна за 4,5 меньше. До половины Черепкова доходишь. Это еще в Иркутской области. Чуть дольше. Поедем до Ингаша уже, раз договорились. Так, это у нас тут что? Что не едем? Это не битого везет или что это такое? УАЗик. Давай, УАЗик. Ну, поехали. И тут повезло. Вообще не стоял на переезде. Подъехал как раз. Наверное, он был закрыт. Машин с десяток собралось. Ну, уже как раз подъезжал, уже все пошли через переезд. Все, мы в Ингаше. Красноярск вообще машин нету больше. Правильно? Время-то уже, господи, 10 минут 11. Заезжать на стоянку, нифига себе. Что, им можно спать? Меня обходило, да. Еще места есть. Заезд тут, конечно, все как всегда. Ямы по колено. Где регулировщик? Регулирует. Именинник что-то молчит пока, еще, наверное, не доехал.
Маляву скинем. И он тут. Ну где ты, именинник? Я вот становлюсь в Ингаше. Заехал на стоянку. Сейчас отзовется. Сейчас нас тут куда-нибудь припаркуют. Деловой он этот. 16 метров, длинный. Его куда-то в другое место погнали. Проложить. Через 140 метров поверните направо. Что он назад сдает? А, это он просто равняется. Сейчас придет регулировщик, нас куда-нибудь поставит. Так, а во сколько мы поедем? Ну, не раньше часов 8, правильно? Здорово. Да. Обычный, Обычный. Сколько поедешь? Ну, часов 8. Ты прям в первый раз с бэком рядом станешь? Да, бро. А там посмотрим, во сколько мы поедем. Спокойной ночи. Спокойно, спасибо. С бэком в первый ряд. Бэк обычный? Обычный. Ну, вот так стать, чтобы как-то он тут. Нет, бэк, по-моему, он необычный. Нет, обычный. Куда дальше-то? Бэк будет выкручиваться, он мне зеркало снесет. Муравей. О, именинник приехал. Ты сейчас скажешь, что РЭФ работает. Свет хотя бы включи, то тебя не видно. О, здорово, именинник. Здорово. Становись. Директор банит. А у тебя что, РЭФ сейчас работает? А? Показалось, значит. Мне показалось, что работает РЭФ. Тут ты сигналишь, люди спят уже. Че ни один боковой фонарик не горит? Гризи. Вот они, гризи. О, ярко. Пойдем поздравим именинника. Маленький презентик ему подгоним. Двигайся, расселся. В смысле двигайся? Ну
Как в смысле? В прямом? А что ты с пустыми руками? Пускай с пустыми. Поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни, пух! Спасибо. А то еще это барахло должен был это Костяновское. А ё-мо, я про нее и забыл уже. Так что сейчас нести? Это когда утром? Ну, рано утром не забыть. Вот и хрен-то. Надо сейчас нести. Мне кажется, да, тащи сразу. Короче, пошел. И, блин, она ж наверху лежит, а у меня уже там вся сушка развешена. Все майками, да. Наклон не в ту сторону. А, ты тоже наклон выбираешь? Привередливый. Ладно, пойду достану. Точно. Я ж там дяде Косте покупал на китайской границе. Прибамбасы всякие. Попросил там. Короче, надо нести, а то действительно утром забудем.